Если все-таки в Таиланде вкусная пицца. Перед чили туда накидали, аж все горло горит. Всем привет! Сегодня вам покажем самые заметные места главного района Пхангана Тангсала. Побываем на дневных, вечерних и субботних рынках. Продегустируем тайскую еду и многое другое. Поехали! Тангсала – это сердце Пхангана. Именно поэтому у многих знакомство с Пханганом начинается именно с Тангсалы. Сюда причаливают большие паромы. По левую сторону от причала находится военный корабль, на фоне которого многие туристы любят фотографироваться. Особенно много желающих тут бывает по вечерам на фоне заката. Для тех, кто сошел с парома, есть возможность сразу же арендовать байки. Аренда байков, как видите, на любой вкус и цвет. На каждом шагу и выбор велик. В целом практически все заведения функционируют как и раньше. Есть, конечно, что-то, что еще закрыто, но уверен на 100% в ближайшее время, благодаря снятию практически всех ограничений, все заработает в полную силу. Тут находятся также бары с бильярдом, где можно смотреть спортивные трансляции. Их особенно любят европейские туристы. В Тангсале есть культовое место, это рынок уличной еды под названием Пантип Маркет. Он начинает функционировать с 4-5 часов дня. На нем можно заметить как местных, так и туристов. Его также очень любят наши соотечественники. Мы как раз проголодались и сейчас сделаем небольшой обзор этого вечернего рынка. Вот мы наконец и заехали на Пантип Маркет. Это такое культовое место на Пхангане. Тут есть абсолютно все, что вы ждете от тайского рынка. И сладости, и шпажки, и разного рода выпечка, и вегетарианская, и не только. Ну и, конечно же, суши. Даже тут можно увидеть с мясом и без мяса. Авокадо, туна. Конечно же, манго, шейки, да и любые шейки, какие вы только хотите. Также тут есть такие вот места, где можно поесть и позаказывать. Тут уже можно купить всякие блюда на тарелке, там паттай, супы и так далее. Смотрите, какое огромное количество супов. Выбирай на любой вкус. Конечно же, сладкое. Я обожаю вот эти вот роти, панкейки, банана-кейки. Они тут, кстати, по очень даже доступным ценам, как на крабе были. И еще что-то такое тайское, вкусное очень. Большое количество вот таких вот в кляре курицы с картошкой фри. Это находится на центральной улице. Как видите, вот тут прям паркуются люди и идут закупаться. Вот они, шпажки. Я обычно тут беру что-нибудь очень вкусное. Все по 10, по 15 бат. Вот это вот стоит обязательно попробовать. Очень вкусно. Как чипсы с сосиской. Ну и еще немного жареного, пережаренного. Вот видите, прям свежее мясо. Его вам сразу тут же и приготовят на гриле. Тут можно увидеть паттай и все остальное вот по 70, по 80 бат, вот таких вот корзинах. Ну и тут можно купить такие вот шавермы, шавермы, ну я не знаю как, кебабы называются. Hello. Вот они стоят по 120 где-то бат. Вам приготовят в лучшем виде. Смотрите, мороженое тут стоит всего 20 бат. Тут также рядом есть еще одни столики, где можно заказать также уже готовые паттай и все остальное. Вот тут цены приемлемые. Сейчас уже 5 часов, люди постепенно сюда подтягиваются. К 7 к 8 часам тут будет все полностью битком заполнено. Маша где-то тут уже купила паттай, сейчас будем его пробовать. Вот тут Маша заказала паттай. Сколько стоит? 50 бат. 50 бат всего. Ну, там различные пиццы и не только. Цена
цена на пад-тай, на многие блюда на этом рынке за 7 лет вообще не поменялась. Единственное, вон там вот на рыночке там цены за всякие суши чуть-чуть повысились, а вот здесь вот вообще нет. И это, конечно, очень удивительно, потому что во всем мире цены растут, в России цены растут, а здесь они практически полностью сохраняются. Принесли наш пад-тай. Порции, правда, не такие большие, как во многих других местах, но ничего страшного. Попробуем и вам скажем, вкусно или нет. Единственное, что подорожало за последние 5-7 лет, так это всевозможные шейки, там манго-шейки или авокадо-шейки. Раньше они стоили там 20-30 бат, с 14 по 17 года, а сейчас дешевле, чем там 40-50 бат, даже 50 бат вы уже не найдете. Это единственное, что вот растет, и инфляция коснулась довольно-таки сильно. Местные таксисты. В целом жизнь кипит. Я, честно говоря, думал, когда мы сюда приезжали, что тут будет прям полностью вымерший такой Панган, но нет, знаете, туристы есть. То есть не так сильно заметна разница, как я ожидал на самом деле. У многих Панган почему-то ассоциируется только с людьми, знаете, которые где-то в трансе находятся. На самом деле это не так, потому что аудитория на Пангане абсолютно разношерстная. Есть люди, кто приезжает просто потусить, там в большой компании 10-20 человек. Кто-то приезжает действительно там заниматься йогой, встречать закаты в позе йоги. А кто-то приезжает просто с детьми жить и живут там своей жизнью, своей какой-то комьюнити. Встречали тут разных людей, и каждый в этом острове находит что-то свое, что-то близкое себе, и это здорово. Именно аудитория вот Пангана, она такая вот уникальная. Панган ни с чем не сравнить, ни с Самуи, ни с Пхукетом, и даже не с Бали. А когда сюда приезжаю, всегда вот прям ощущаю какой-то релакс, расслабление и ощущение частично даже дома, потому что это самое первое место, которое я посетил в Юго-Восточной Азии. Именно рядом с этим ангаром самые дешевые, самые вкусные бананы именно здесь. Мы всегда закупаемся там на неделю вперед, 2-3 связки. Одна связка 20 бат вроде бы. В Тангсали находятся все отделения банков и крупные сетевые магазины типа Home-Mart, Big C, Makro и Tesco. Они практически все находятся вдоль этой дороги. И вот уже виднеется еще одно популярное место под названием Панган Food Court. В отличие от Панган Маркета, тут можно пообедать и днем. И это место удачно тем, что если в Тангсали рынок еще закрыт, фудкорт, то здесь днем можно вполне себе очень хорошо пообедать. Видите, такие недорогие кафешки, где по 50, по 60 бат можно покушать. Видите, туда же есть моя любимая самоса и огромное количество видов. Самоса – это вот такая вот штука, где внутри там начинка разнообразная. Стоимость ее на Самуи была 25-30, иногда даже 40 бат, а тут, видите, чуть подешевле. Но она как-то и поменьше немного. Очень напоминает такие рыночки в Чангмае. Их было огромное количество. Покушал. Потом пошел что-нибудь себе из одежды выбрал. Маша сегодня целый день закупается одеждой. Говорит, больше не в чем сниматься ей, поэтому вот ищет одежду. Тут на любой вкус и цвет, все что угодно есть. В принципе, все, в чем ходят местные. Думаю, может себе вот такие вот штаны купить. Штаны-шаровары. На Пангане есть вот такой вот классный рыночек, где есть и одежда, и еда. Очень рекомендую сюда сходить, потому что выбор еды здесь просто огромный. И самое классное, что здесь невысокие цены. Например, в среднем цена на блюдо стоит 60, 70, 80 бат. Там стейки, всякие пиццы, уже там 160, 180. То есть это очень здорово, прям совсем недорого, и можно прям вкусно, очень разнообразно покушать. Таиланд тоже начинает бороться с пластиком, потому что еще 2 года назад такого тут нету. Хотя на Бали уже такая история была, и они не продавали практически
пластиковые пакеты, только тканевые. В Таиланде теперь тоже такая есть история. В Пангане, что еще интересно, очень много всего веганского. Вот, например, целое веганское кафе, много разнообразных и классных, и красивых, и, по всей видимости, вкусных блюд, которые вы можете тут поесть. Кстати, я подумываю о том, что, может быть, на недельку попробовать веганство. Может быть, с этого кафе и начнем. Что очень бросается в глаза на Пангане, самое популярное, это, конечно же, Full Moon Party. Это вечеринка, которая проходит на Хадрине, она проходит раз в месяц, когда бывает так называемая полная луна. Со всего Таиланда, в общем, приезжают на эти вечеринки, потому что это просто нереальное какое-то пиршество. Что интересно, алкоголь там пьют ведерками, то есть там есть такие маленькие вот детские ведерки, и там небольшие внутри какой-нибудь энергетик, либо швепс, и какой-то алкоголь, там типа водка есть, там всякие различные другие варианты. И ты берешь это, просто все смешиваешь и напиваешься. Ну, я это не пробовала, но видела, до какого состояния доходят на этих full moon party. Им весело. Смотрите, Маша заказала пад-тай, и какая огроменная порция. И всего лишь стоит 70 бат. Достаточно много тут креветочек, и они такие тут большие, поэтому будем пробовать. Заехали в единственный Big C, который есть на Пангане. И, к нашему удивлению, в среду тут мы обнаружили вот такой вот вечерний рынок. Видите, идут приготовления полным ходом. Неожиданно, мы прям не ожидали, что он случится. Как всегда, суши по 10 бат. Десертики, фрукты, овощи, все, что душе угодно. Ой, только очень низко натянули эту штуку, мне приходится сгибаться очень сильно, чтобы тут пройти, а тайцам, видите, вообще нормально. И, конечно же, лотерея. На каждом рынке обязательно должна быть лотерея. Тайцы очень любят лотереи, они покупают билеты и потом смотрят по телевизору раз в неделю, проходит передача. Можно стать миллионером. В принципе, как и у нас. Маша только что кушала пад-тай и опять что-то себе купила. Сколько можно-то уже наедаться? Ну и, конечно же, тут есть рыба. Вяленая, сушеная. И еще очень люблю такие штуки. Это джетфрут. Она и полезная, и вкусная. И, конечно же, ни один рынок не обходится без этого. Вот рынок, а вот вход Big C. Буквально пару слов про Big C на Пангане. Тут по сравнению с Макро намного меньше тайцев и почему-то даже иностранцев тут мало. Даже не знаю почему. Хотя цены вроде как те же. Наш обзор Тангсалы был бы не полон без субботнего масштабного рынка, на который мы сейчас и заедем. Подробный обзор этого рынка мы делали зимой, но сейчас тоже заглянем и попробуем что-нибудь новенькое. Вот мы и добрались до нашего субботнего рынка на Пангане. Будем сейчас что-нибудь тестировать необычное и вам говорить, стоит это пробовать или нет. Very good. Thank you. Только что выпил Машин чай, и такое ощущение, как будто вы перед чили туда накидали. Аж все горло горит. Как она сказала, ей нормально, вообще непонятно. В общем, вот эти вот штучки очень вкусные. Сверху что-то наподобие теста, обсыпанное кунжутом, а внутри кокос с сахаром, то ли с медом, то ли с чем-то таким. Прям очень вкусно, чем-то напоминает баунти. А это кокосовые панкейки.
Что я бы не стал пробовать, так эту курицу. Даже KFC с их пережарками выглядит очень аппетитно по сравнению с этой курицей. Вот, смотрите, такие штучки с морепродуктами 50 бат стоят. А вот это выглядит очень-очень аппетитно. Что это такое? И всего 10 бат. Меня, короче, опять обманули по поводу того, что это Little Bit. Спросила острый, и, как всегда, ответили Little Bit. Ну, причем я сейчас еще посмеялась и говорю, что я знаю, что ваше Little Bit значит. И опять я попалась на эту удочку, как это рыбка. Ну, это рыбка, они сказали, но на самом деле это тофу с таким рыбным вкусом. Я так понимаю, что какой-то там, наверное, рыбный фарш чуть-чуть добавляется. Вкус, если честно, не сильно понятен, потому что очень остро. По мне так очень остро. Все никак не привыкнем, что если нам говорят не остро, это будет все равно очень остро. Решил попробовать самосу. С грибами и тофу. Сразу пробую. Не очень похоже на самосу, если честно. Абсолютно безвкусно, но за 10 бат, что я хотел. Нашел суши, все-таки возьму себе штуки 4 какие-нибудь, которые не пробовал, и съем. К сожалению, этот рынок не очень продуман в плане того, чтобы где-то сесть покушать. Там есть пару мест, но они сразу все забиваются. И там очень громко долбит музыка, поэтому вот приходится сидеть между мопедами где-то на ступеньках, пробовать еду. На Самуи, вот вечерний рынок, там было, конечно, намного удобней. Соус вкусный, но очень сладкий. Дальше пробую вот эту штуку. Какой-то осьминог, что ли. Это было вкусно. Там соус, как раз таки, который для суши, поэтому он прикольный. Теперь пробую эту штуку. Хочу, чтобы Маша попробовала чуть-чуть вот эти штучки. Теперь я. Максимально странная синяя штука, Маша выплюнула. Я никогда не ел в сушах именно это. Причем вкус не суш, а как будто съел, не знаю, фрукты с виноградом. Ну и, по-моему, это креветка. Надеюсь, это все-таки будет похоже на суши. Съел 4 суши, из них одна была похожа более-менее на суши, остальное было максимально странного вкуса. Этим всегда и интересен тайский рынок, что тут иногда можно съесть что-то, что вообще не похоже на то, что как называется. В прошлой неделе мне надо было купить обычную такую белую майку, белую футболку короткую. Я пришла, отдала деньги, а саму футболку забрать забыла. И вспомнила это только на следующий день, когда начала разбирать пакеты. Думаю, ладно, скажу на следующей неделе, спрошу у нее, вдруг она там меня помнит. Короче, естественно, меня не помнит. Решили взять лазанью с грибами и пиццу, маленький кусочек. Здесь она на тонком тесте. Это на самом деле очень большая редкость, потому что в Таиланде все-таки пиццу не умеют готовить. Вот, поэтому сейчас попробуем, будет ли тут вкусная пицца. Купили лазанью за 60 бат. Выглядит она очень вкусно. И в прошлый раз я ее пробовала, но она была холодная, ну, чуть-чуть другую, со шпинатом. А это у нас идет с грибами. И купили еще пиццу. Я думала, тут будет один кусочек, а здесь целых два. Тоже стоит 60 бат. Заметьте, тонкое тесто, такая достаточно большая редкость в Таиланде. И сейчас посмотрим, есть ли все-таки в Таиланде вкусная пицца. Я очень надеюсь, что будет вкусно. Это прям очень вкусно. И я все-таки не ошиблась, что купила эту пиццу, потому что она прям очень-очень вкусная. Внутри соус такой на основе кетчупа, на основе томатов и много-много сыра. Поэтому я прям увидела, мне хотелось сырную пиццу, потому что все-таки в Таиланде достаточно мало молочных продуктов, нету ничего такого практически сырного. Ну, это прям пальчикой оближешь, прям... Я пробую лазанью. Я в прошлый раз попробовал, но я так и ничего не понял, потому что она была холодная. Я, честно говоря, уже практически наелся, мне много для насыщения не нужно. На самом деле вкусно. Грибы, сыр, томат. Реально вкусно.
На самом деле, если бы я взял вот одну лазанью, и мне бы этого, наверное, уже хватило, потому что прям очень насыщенно и питательно. В следующий раз, наверное, одну лазанью возьму. Сейчас хотел купить пад-тай, который за 30 бат брал, а его нету. Того стеллажа полностью не было, но я зато узнал, что какие бывают суши, какая бывает самоса, потому что на саму я пробовал за 35 бат, она была прям нереально вкусная, и от 2 штучек я уже наелся. Тут я купил за 10 бат, и вкус был так себе. Понравился ли вам этот тематический выпуск? Потому что нас часто просили сделать что-то подобное относительно тайских рынков, поэтому нам важна обратная связь. Спасибо всем за просмотр. Если видео было интересно и полезно для вас, то спасибо за лайк и подписку на канал. Всем пока!